Ваша судьба подобна вездесущему свету над вашей жизнью. Она сильно влияет на решения, которые вы принимаете, с которыми вы решаете провести свою жизнь. Все важные события, такие как рождение, брак, тяжелые болезни, несчастные случаи и смерть, предопределены. Поскольку судьба отчасти является причиной трудностей в вашей жизни, ее последствия можно отменить только с помощью духовной практики. Применение универсального закона или принципа кармы, который требует, чтобы любое действие, слово или мысль имели эффект или последствия, или любое действие имело реакцию, может помочь вам стать лучше и распространять любовь и благополучие в вашей собственной жизни и вокруг вас. Вот основные законы кармы. Великий закон. Этот закон, иначе называемый законом причины и следствия, объясняет, что вы пожинаете то, что сеете. Другими словами, если вы причините зло, вы будете ранены в свою очередь, если вы лжете. Вы пострадаете от лжи окружающих. Если вы воруете, вы будете украдены. Послания и энергия, которые вы посылаете Вселенной, возвращаются к вам бумерангом. Если вы стремитесь к счастью, покою, искренней дружбе, то вы должны быть счастливым, мирным и настоящим другом для своих близких. Поэтому вы должны сделать правильный выбор действий и поведения, чтобы не пострадать от печальных последствий. Закон творения. Жизнь не просто протекает сама по себе, она требует вашего участия. Вы едины со Вселенной. Уважайте Вселенную, и Вселенная будет уважать вас. Будьте собой. Возблагодарите Вселенную за то, что она так поступила с вами. Многие люди жалуются на то, что не владеют той или иной вещью, даже не осознавая того, чем они уже обладают – здоровьем, крышей, пищей, возможностью лечиться. Богатство не просто материальное. Имейте это в виду, будьте благодарны и создавайте то, что вы хотите иметь в своей жизни. Ибо то, что вы создадите, будет в вашем распоряжении. Закон унижения. То, что вы отказываетесь принять, будет постоянно догонять вас. Когда вы отрицательно оцениваете это, вы сами причиняете вред. Ибо это дедуктивное суждение означает, что вы не способны видеть в человеке хорошее. Таким образом, это ваше собственное возвышение, которое вы тормозите. Знайте, что вы подвергаете себя сомнению, и убедитесь, что вы безупречны, прежде чем судить других. Закон роста. Вы находитесь там, куда вы хотите пойти. Чтобы вы могли развить свой ум, именно вы должны меняться, а не люди, места или вещи, которые вас окружают. Когда вы меняетесь, все энергии собираются вместе и следуют за вами. Если вы идете к позитиву, положительные энергии, сила, радость, уверенность сопровождают вас и помогают в вашем духовном, умственном и физическом возвышении. Если вы идете к негативу, это плохие энергии, которые следуют за вами, сомнения, страх, гнев, и тем самым мешают вашему развитию. Если вы измените человека, который является вашим сердцем, вы будете влиять на суд вещей. Закон об ответственности. Вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь. Вы несете ответственность за последствия своего выбора и ошибок. Прекратите постоянно находить оправдания. С другой стороны, это поможет вам стать лучше. Вы поймете, что такой выбор имел именно такое последствие, и что это последствие также повлияло на вашу жизнь. Принимая на себя ответственность за свои ошибки, вы осознаете, что в вас есть плохое. Ответственность за себя поможет сделать первый шаг к совершенству. Закон связи. Прошлое, настоящее и будущее связаны. Каждый шаг приводит к следующему шагу и так далее. Даже если то, что вы делаете, кажется вам незначительным, осознайте, что первый и последний этап ваших действий имеют одинаковое значение, потому что они оба были необходимы для выполнения задачи. Если вы вложите всю свою энергию в действие, эта энергия будет ощущаться в результатах, которые вы получите. Всегда полностью инвестируйте в то, что вы предпринимаете, потому что в один прекрасный день вы получите результат по образу своих усилий. Закон концентрации. Вы не можете полностью сосредоточиться на двух вещах одновременно.
Вы должны действовать шаг за шагом. Если вы теряете направление, вы привлекаете гнев и страх. Сосредоточьтесь на одной вещи за раз и доведите ее до конца, прежде чем перейти ко второму действию. Это избавит вас от путаницы, разочарования, сомнений и, самое главное, доставит вам чувство удовлетворения, потому что вы преуспели. Закон дарения и гостеприимства. Если вы верите во что-то, то однажды вам придется продемонстрировать это. В то, во что вы верите, справедливо. Это переход от теории к практике. Дайте и предоставьте, чтобы подтвердить и применить на практике то, что вы узнали. Ваши желания и планы должны соответствовать вашим мыслям и поступкам. Закон здесь и сейчас. Вы не можете жить лучше в настоящем, если ваш ум и действия остаются заблокированными в прошлом. Таким образом, если вы культивируете гнев, связанный с событием из вашего прошлого, вы застаиваетесь и не развиваетесь. Единственный способ двигаться вперед – это прощение. Это позволит вам сосредоточиться только на настоящих и будущих событиях вашей жизни и наслаждаться ими в полной мере. Старые привычки, старые мысли, старые мечты мешают вам иметь новые. Закон изменений. Пока вы не осознаете и не усвоите урок, негативные события повторятся. История повторится до тех пор, пока вы не узнаете о своих ошибках, чтобы изменить свой курс. Ваша судьба зависит от ваших действий. Закон терпения и восстановления. Все награды требуют от вас первоначальных усилий. Наибольшее удовлетворение вызывает тот, который требует наибольшего терпения, самоотверженности и настойчивости. Если вы хотите чего-то большего, имейте в виду, что это может произойти только в том случае, если вы приложите необходимые усилия и проявите терпение. Если вы капризны и хотите получить все сразу, Вселенная либо не даст вам ничего, либо очень быстро лишит вас того, что вам удалось быстро получить. Имейте в виду, что ничто никогда не приобретается никем. Закон ценности и вдохновения. Ценность поступка или вещи является прямым следствием вложенной в нее энергии и намерения. Каждое участие и личный вклад вносят свой вклад в целое. Плохое участие плохо повлияет на вашу жизнь. Предложите качество, и вы пожнете плоды. Щедрые взносы толкают к творчеству и вдохновляют. Карма – это результат наших поступков. Это невидимая, трансцендентная энергия, исходящая из нашего поведения. Верите ли вы в его философию или нет, у вас есть выбор и свобода вести себя так, как вам нравится, но в любом случае вы должны смириться с последствиями своих поступков. Все святые книги учат нас доброжелательности и прощению и побуждают нас стать лучшими людьми. Если вы решите изменить, знайте, что никогда не поздно.